Ты только что пробил контур. Он черный, четкий, линия к линии. Клиент встал, посмотрел и говорит: братан, огонь. Ты довольно выкладываешь фотку в сторис. Лайки идут, все красиво. Но потом проходит месяц. Клиент скидывает фото, месиво. Вместо четкой линии синяя расплывшаяся клякса. Или даже пунктир. Как будто ты набивал через раз линию. Знакомо? Если да, то ты не один. Через это проходят все. И дело даже не в плохой коже клиента, не в дешевой краске, не в тату-машинке. Ты допустил одну из 5 ошибок, которые я сейчас разберу. Причем по каждой дам конкретное решение. Не теорию из учебника, а то, что реально работает на коже. Погнали. Ошибка номер 1. И, наверное, самая обидная. Это подплыв. Как это выглядит? Ты пробил контур, и все четко. А через пару недель вокруг линии появляется вот такой вот синий ореол. Видишь? Линия как будто потекла. Краска расплылась из контура наружу. И этого уже не исправить. Это навсегда. Почему это происходит? Очень просто. Многие, особенно в начале, думают, чем глубже загоню краску, тем надежнее она там останется. Чтобы точно не выпало. Логика вроде есть, но она неверная. Смотри, я сейчас покажу на схеме. Наша кожа – это 3 слоя. Сверху эпидермис. Это тонкая защитная пленка. Она постоянно обновляется. Если ты оставишь краску только тут, она вылетит через неделю с корками. Ниже дерма, вот это наша цель. Это плотная ткань, она стабильная. Краска именно тут и держится. Именно сюда и нужно попасть. А вот еще ниже, подкожный жир. Это рыхлая, мягкая ткань. Если ты загнал сюда иглу с пигментом, то это все. Краска в жиру растекается, как клякса чернил в воде. Она распределяется в разные стороны. И ты получаешь вот этот синий ореол вокруг линии. То есть правило такое: глубже не значит надежнее, глубже это значит подплыв. И вот что важно: подплыв чаще случается не везде, а в определенных зонах, там где кожа тонкая. Допустим, это запястье, шея, ребра, за ухом, внутренняя сторона бицепса. В этих местах расстояние от поверхности до жира минимальное. Чуть передавил, и ты уже в жиру. Звучит в жиру, как будто типа как сыр в масле, да? Но на самом деле это другое. Поэтому, когда ты переходишь, допустим, с внешней стороны предплечья на внутреннюю сторону, тебе нужно буквально ослабить давление, облегчить руку. Но многие этого не делают, работают с одинаковым нажимом везде и на тонкой коже получают, естественно, подплыв. Теперь, как почувствовать правильную глубину? Я долго не мог это поймать, пока мне один мастер не объяснил так. На правильной глубине ты чувствуешь сопротивление, когда кожа будто слегка сопротивляется игле. Есть ощущение, что ты процарапываешь что-то плотное. Ты даже звук можешь услышать. Такое легкое потрескивание или определенную вибрацию кожи, тактильно рукой. А когда ты провалился в жир, сопротивление иглы пропадает. Игла начинает идти как будто в масло. Мягко, легко и без усилий. И вот если ты почувствовал эту самую мягкость, ты уже слишком глубоко. Облегчай руку. Чуть-чуть ослабь давление машинки на кожу. Этот навык приходит только с практикой и с опытом. Но теперь ты знаешь, что именно нужно почувствовать во время работы. Окей, с глубиной мы разобрались. Допустим, ты попадаешь ровно в дерму, но линия все равно не четкая. Что не так-то? А вот что. Ошибка номер 2. Рассинхрон скорости руки и вольтаж машинки. Как это выглядит? Линия нечеткая или вообще идет пунктиром таким. Своего рода точка есть, точки нет. Это сразу визуально видно, когда ты протираешь кожу и нету одной плотности, насыщенности линии. Видны пробелы. Представь себе такую картину. Твоя рука летит по коже очень быстро. Ты торопишься, нервничаешь, хочешь провести одним уверенным движением. А машинка у тебя стоит на низком вольтаже. Игла делает, ну условно, 1000 ударов в минуту. А твоя рука за это время пролетела там 5 сантиметров. Игла просто физически не успела ставить точки слишком близко друг к другу, чтобы у тебя получился плотный контур. Вот у тебя по итогу и штрих-пунктиры получаются. Это как пытаться строчить швейной машинкой, но при этом дергать ткань из-под нее. Стежки будут далеко друг от друга. Давай покажу на бумаге, так будет нагляднее. Смотри, беру ручку, веду быстро. Видишь? Рука еле касалась бумаги, линия слабая. А теперь проведем медленно. Совсем другое дело. Та же ручка, та же бумага, тот же нажим, просто скорость другая. С машинкой то же самое. У тебя есть 2 параметра: скорость руки и вольтаж на машинке. Они должны быть полностью синхронизированы. Если ты работаешь быстро,
ставь вольтаж повыше, чтобы игла успевала пробивать контур. Если медленно, вольтаж лучше сбавить, иначе ты будешь перебивать одно и то же место и травмировать кожу. Конкретные цифры для контура роторной машинкой. Большинство мастеров работает в диапазоне от 7 до 9 вольт. Это не абсолютная истина. Зависит, естественно, от машинки, от иглы, от кожи. Но как точка отчета, начни с 7,5. Проведи линию на искусственной коже. Если получится условный пунктир плешивый, добавь полвольта. Если кожа начнет рваться или линия будет намного жирнее, чем нужно, тогда убавь вольтаж. Найди свой баланс. Вот ориентировочные подсказки. Медленная рука — это 7,5 вольт. Средняя рука — это 7,5, уже 8,5 вольт. Но если ты совсем флеш и у тебя самая быстрая рука на Диком Западе, то тогда 8,5, 9 вольт. И еще одна вещь. Если линия у тебя плешивая даже на высоком вольтаже, проблема может быть не в скорости. Проверь иглу, замени ее. Может быть у тебя тупая игла, или может быть она забилась бумажным полотенцем, пока ты картридж протирал. В общем, убедись, что у тебя игла чистая, а лучше ее просто смени. Или может быть ты используешь неправильную группу игл. Допустим, раунд магнумом пытаешься что-то там подконтурить, а потом удивляешься, почему контура не получается. На самом деле это отдельная тема. Но имей в виду, не всегда дело в руках. Хорошо, глубина у нас правильная, вольтаж подобрали, линия идет четкая. Но вот ты дошел до конца своей линии, краска у тебя закончилась. Тебе нужно макнуть картридж в краску и продолжить делать линию. И именно тут начинается ошибка номер 3. Эта ошибка очень коварная, потому что ты замечаешь ее не сразу. Ты бьешь контур, все вроде нормально, а потом смотришь на зажившую работу и видишь вот это. Видишь эти жирные точки? Это места, где ты останавливался набрать краску, передохнуть, подумать. И каждый раз, когда ты останавливался, машинка продолжала работать. Ну типа ты ведешь линию такой, ну ты типа не вынул ее. Да, то есть ты, машинка должна работать, должна всегда типа быть в ходу. Если ты чуть-чуть прозевал и ее оставил, то у тебя просто в эту точку, да, набилась эта как бы краска, у тебя клякса появится. Игла молотила в одну точку, раз за разом, в одно и то же место. И вбивала туда столько краски, что получилась клякса. Правило простое. Никогда, вообще никогда не оставляй машинку в коже. Ты либо двигаешься, либо ты вышел из кожи. Третьего не дано. Техника, которая решает эту проблему, называется маятник. Или по-другому есть красивое название — взлет и посадка. Смотри, представь, что твоя рука — это самолет. Ты не втыкаешь иглу в кожу, как дротик в мишень. Ты заходишь плавно, рука уже движется, и в процессе движения игла касается кожи. Вошел, провел линию и на выходе не останавливаешься, а также плавно поднимаешь ее. И должны быть простые движения: вход, движение, выход. Вход, движение, выход, как маятник. Рука не останавливается ни на секунду. А теперь стыки линии. Допустим, краска кончилась. Тебе нужно взять краску еще и продолжить делать дальше линию. Как это сделать? Без кляксы. Вот допустим, есть у меня линия. Она заканчивается вот тут. Я макнул иглу в краску. Теперь мне нужно начать новый отрезок. Я начинаю не ровно с того места, где я закончил. Я захожу чуть-чуть за край, примерно на миллиметр-два, в то, что я уже покрасил. И захожу уже в движение. Примерно вот так. Видишь? Чистый стык, без кляксы. Получилась ровная линия. Она продолжается, как будто и не прерывалась. А теперь я покажу, как делать не надо. Вот видишь эту точку? Вот это клякса. Здесь машинка остановилась и вбивала краску в одно место. И на зажившей работе это будет очень хорошо видно. Этот навык нужно тренировать отдельно. Прям бери искусственную кожу, переведи себе трансфером линию, и когда у тебя закончится краска, просто стыкуй ее с другой линией маятника. Пробуй закончить эту линию, выводя иголку, набирай краску и заново заводи в ту же линию и продолжай вести другой контур. Сначала будет это неудобно, потом это станет автоматизмом. Ладно, глубина у нас есть, вольтаж настроен, стыки теперь чистые, но все это не имеет никакого значения, если ты не делаешь всего лишь одну вещь. И поэтому эта ошибка номер 1 встречается чаще всего у новичков. Кстати, если тебе полезно, у меня в Телеграме я скидываю короткие советы по технике, которые сюда не попадают. Без воды, одна мысль, один пост. Ссылка в описании. Все, погнали дальше. Я не случайно назвал это самой важной ошибкой, потому что это натяжение кожи. Это фундамент.
Без натяжки кожи у тебя вообще никогда не будет ровной линии. Ни чистого закраса. Вообще ничего у тебя не будет. Хоть ты это золотой машинкой все делай. Какие симптомы? Игла цепляется за кожу, кожа скачет и пружинит. Линия идет кривая и рваная, разной толщины. Ты злишься, начинаешь давить сильнее, становится только хуже. Проблема в том, что они натягивают кожу. Вот ты поставил рядом палец с линией, с которой ты ведешь, и чуть-чуть надавил. Тебе кажется, ты натянул кожу, но нет, ты ее погладил. Это не натяжка. Давай покажу разницу. Вот смотри, я просто слегка нажимаю рядом с рабочей зоной. Нажимаю на кожу пальцем. Видишь, как проминается? Эта кожа мягкая, рыхлая. Это желе. Если ты начнешь бить по такой поверхности, игла будет прыгать. Она заходит, кожа пружинит, игла вылетает. Заходит опять не на ту глубину. Отсюда и кривая линия, и разная толщина, и возможно перетрав. Или наоборот, не добили. А теперь правильная растяжка кожи. Я ставлю 3 точки опоры. Типа ты вот тянешь, а потом ты сюда еще тянешь, ставишь руку, вот машинка, и получается ты вообще вот в 3 точки. Сюда, сюда и вот сюда. И типа ты так поставил, растянул и ведешь. Чувствуешь разницу? Кожа становится жесткая, как барабан. Если нажать на нее, то ничего не произойдет. Она максимально растянута. Кожа не проминается. Вот по такой поверхности игла идет ровно. Не скачет, не цепляет. Глубина будет одинаковая по всей линии, потому что кожа натянута, как барабан. Это значит, что ты должен уметь работать 2 руками одновременно. Одна тянет кожу, другая ведет линию и тоже своим упором тоже растягивает кожу. Когда линия идет прямо, натяжка одинаковая, но когда линию нужно повернуть, тебе нужно перехватить натяжку, поменять расположение рук, сменить направление растяжения кожи, так чтобы зона, в которой ты работаешь, всегда была натянута. Вот поэтому у новичков и ломается все. Они тянули кожу в одну сторону и вели линию. Допустим, там надо по дуге, а на повороте кожа уже не натянута. И поэтому направление нужно менять и руки переставлять. Лечение тут простое. Просто тренируйся. Бери искусственную кожу, рисуй на ней круги, волны, всякие завитушки. И как раз следи за натяжением. Перехватывай руками кожу на поворотах. Это как учиться водить. Сначала думаешь о каждом действии, а потом руки просто это сами делают и все. И еще, на разных частях тела натяжка разная. На предплечье легко, кожа плотная и уже в априори нашей анатомии она там уже растянута максимально. На ребрах все будет намного сложнее. Там нужно приложить максимальные усилия для должного растяжения кожи. На шее это вообще ад. Это приходит с опытом, но знай об этом заранее. То, что работает на руке, не сработает на ребрах и так далее. Окей, последняя ошибка. Она самая простая, но из-за нее страдают все, кто начинает. Симптом. Линия идет волной. Ты ведешь прямо, а она вихляет. Руки дрожат. От этого еще больше дрожит контур. И это замкнутый круг. Первая причина. У тебя нету точки опоры. Рука висит в воздухе. Ты держишь машинку и ведешь ей по коже. Но ни мизинец, ни ладонь не касаются поверхности. По сути, ты пытаешься провести ровную линию на весу. Это невозможно. Даже хирурги оперируют с упором. Мизинец – это якорь. Он упирается в кожу клиента и стабилизирует твою руку. Можешь опираться мизинцем, можешь безымянным пальцем, можешь ребром ладони. Кому как удобнее. Главная точка опоры должна быть. Нанеси немного вазелина на мизинец перчатки, руки, которая будет упираться на кожу человека. Тогда эта рука будет скользить по коже, а не прилипать, если вдруг есть такая проблема. Ты сможешь двигать руку плавно, сохраняя упор, если нужно сделать длинную линию. И вторая причина дрожи – это нервы. Особенно, когда ты работаешь со своими первыми клиентами. У тебя выделяется адреналин, страх накосячить, руки трясутся сами по себе. Тут упор помогает, но не полностью. Так что же поможет? Практика на искусственной коже. До тех пор, пока движения не станут автоматическими. Когда ты уже не думаешь о процессе, ты естественно и не нервничаешь. И еще один момент. Нужно дышать. Серьезно. Перед длинной линией вдох, выдох и поехали. На самом деле это мелочь, но работает. Ошибаются все. Я тоже ошибался. У меня первые работы стыдно смотреть. Но каждая ошибка – это урок. Если ты понимаешь, почему она произошла. Ну а после этого видео ты точно это понимаешь. Вот тебе домашнее задание. Прям конкретное. Возьми искусственную кожу,
Набей 10 прямых линий, по 5 сантиметров допустим. Не забывай про натяжение. Конечно, искусственную кожу сложно натянуть, но ты руку в карман не убирай, рядом ложи и пытайся растягивать. Обязательно продлевай линию с маятником. И не забывай про упор, то есть надо упираться своей рабочей рукой в кожу. Потом 10 стыков. Сними результат на телефон. И через неделю сними еще раз. И ты увидишь прогресс. Напиши в комментариях, какая ошибка у тебя вылезает чаще всего. Подплыв, пунктир, кляксы нереально интересно, потому что следующие видео я буду делать по вашим запросам. Если это видео было полезным, подпишись на канал, скинь его своему другу, который сейчас мучается с контуром. Ссылка на мой телеграм в описании. Там я выкладываю то, что не попадает в большие ролики. Увидимся в следующих видео. Всех обнял, приподнял. Пока.